Когда эта женщина размахнулась, чтобы ударить слона, все вокруг затаили дыхание. Люди не знали, чего ожидать, как животное отреагирует. Но то, что случилось дальше, никто не мог предсказать. Анну Таварес всегда называли «необычной женщиной». Она родилась в 1966 году в одной из самых тихих и незаметных деревень штата Минас-Жерайс в Бразилии. Среди зеленых холмов, скалистых троп и старых деревьев, куда редко заглядывала цивилизация. В детстве Анна не мечтала стать знаменитой. Ее миром была земля, по которой она бегала босиком, небольшая ферма, на которой работал ее отец, и яркие обрывки разговоров на местном диалекте, которые сливались с пением птиц по утрам. Из всех животных она сильнее всего тянулась к тем, кого почти никогда не видела — слонам. Она знала их из книг, старых вырезок, случайных разговоров, но каждый раз, когда в деревню приезжал передвижной цирк, девочка стояла у клетки с слоном до тех пор, пока родители не уводили ее за руку. Она не хотела смотреть выступления. Ее интересовали глаза, полные тишины, в которых отражалась усталость и сила, непонятная для ребенка, но такая притягательная. В какой-то момент она поняла, что хочет говорить с ними. По-настоящему. А чтобы говорить, нужно учиться. Слово стало ее оружием, ее мостом. Когда одноклассники мечтали стать продавцами или трактористами, Анна вела дневник на неизвестном ей языке. Она вырезала английские слова из старых газет, приклеивала их в тетрадь и пыталась понять, как они звучат. Ей говорили, что это бесполезно. Но она продолжала. В 17 лет, после нескольких лет тяжелой работы, помощи от соседей, сбора каждой монеты и бесконечных попыток объяснить родным, зачем ей это, Анна уехала. Она оказалась в Канаде, среди стеклянных зданий, чужих лиц и улиц, где никто не знал ее имени. Она поступила на языковые курсы и параллельно работала, убирала номера в гостиницах, мыла посуду, делала все, что могли предложить без опыта. Первые месяцы были как погружение под воду. Все глушило, все давило. Но именно тогда она научилась не сдаваться. Постепенно язык стал ее союзником. Сначала простые фразы, потом статьи, потом университет. Она изучала зоологию, одновременно работала волонтером в приютах для животных. Именно там, на одном из семинаров, она впервые увидела кадры, снятые скрытой камерой на юге Азии. Слонов били, приковывали цепями, заставляли подчиняться при помощи боли. Она смотрела, не отрываясь, ощущая, как внутри все ломается. Эти кадры не отпускали ее ни днем, ни ночью. Она знала, ее место не здесь. Она должна вернуться. Бразилия встретила ее иначе, чем раньше. Теперь она видела вещи, которые раньше не замечала. Как животных используют ради шоу, как слоны, привезенные из других стран, вынуждены выступать, не имея даже нормальной пищи, как туристы смеются, пока живые существа страдают. Она устроилась работать гидом в одном из популярных туристических лагерей. Это был ее способ оказаться ближе, понять, увидеть все изнутри. И то, что она увидела, оказалось еще ужаснее, чем на видео. Слонов били острыми крюками по ногам, наказывали за малейшую ошибку, кормили испорченным кормом. Они не сопротивлялись, они просто смирялись. Тогда Анна поняла — смотреть больше нельзя. Нужно действовать. Она начала с разговоров с владельцами, пыталась договориться, купить хотя бы одного слона, перевести в более безопасные условия. Большинство смеялись ей в лицо, другие злились, но некоторые слушали. Ей удалось найти союзников, ветеринаров, активистов, зоологов. Вместе они начали проект, в который почти никто не верил. После 2 лет борьбы, сбора денег, отказов, угроз и бессонных ночей
Анна приобрела участок земли недалеко от ее родной деревни. Это было дикое зеленое место, окруженное холмами и ручьями. Там не было дорог, не было комфорта, но было главное — тишина и пространство. В 1999 году на этом месте открылось первое в стране святилище для спасенных слонов — Santuario dos Gigantes. Оно не имело билетов, не было шоу, не было сёдел и зрителей, только лес, река и возможность жить. Первым прибыл Каву, старый глухой слон, всю жизнь выступавший в цирке. Он не подходил к людям, он качался как маятник, будто не мог остановиться. Анна провела рядом с ним 3 дня. Не касалась, не говорила, просто была. На 4-й день он сделал шаг к ней. Это был первый шаг к доверию. Потом прибыла Луна, слепая самка, которая отказывалась есть. Ее приходилось кормить вручную. Потом Тао, подросток, сбежавший с туристической базы. И один за другим еще десятки. Каждый из них имел свою боль, свои шрамы. Анна знала каждого по имени, по характеру, по особенностям. Кто-то боялся громких звуков, кто-то не подпускал людей, кто-то тосковал по погибшему другу. Она не лечила их медициной. Она лечила присутствием, спокойствием, уважением. Слухи о женщине, к которой тянутся слоны, быстро разошлись. Репортеры приезжали, чтобы найти трюк. Туристы искали тайный прием. Но все, что они видели — простая женщина в грязных ботинках, поющая старую бразильскую песню, пока рядом с ней мирно засыпает 8-тонный гигант. Они ждали сенсации, а находили тишину. Сегодня в святилище Анны живут более 50 слонов. Некоторые стареют здесь в покое, некоторые впервые учатся играть, касаться, доверять. И каждый из них в какой-то момент подошел к Анне и остался рядом, потому что в ее голосе, в ее прикосновениях, в ее присутствии было то, чего они не знали до этого — свобода. Анна часто говорит: «Я не научила их доверию. Я просто была рядом, пока они вспоминали, как это — быть живым». И в этом, наверное, вся суть. Она не дрессирует, не приказывает. Она слушает. И мир, наконец, отвечает ей взаимностью. Когда в очередной раз она зашла в вольер, и слон лег рядом, а посетители, затаив дыхание, смотрели на них, кто-то прошептал: «Это чудо». А кто-то ответил: «Нет, это человек, который выбрал любить». И, может быть, в этом выборе самое главное. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.